Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Юля, вы находитесь на канале Ауникири. Это новый вязовлог, и в нем я покажу свои продвижения по заказу, а также покажу свои готовые работы, которые были связаны за эту неделю. В прошлых видео я вам показывала заготовки на рысей. Мне нужно было связать 5 рысей. Наконец-таки я их доделала, и сейчас поделюсь, какие они получились. Такие 5 красоток. Они все одинаковые, можно так сказать, только чуть-чуть разные глазки. У этой глазки такого золотистого цвета. У этой глазки желтого цвета. Ну, они, конечно же, хоть и связаны в одно время, но получаются разные чуть-чуть на мордочку, на выражение мордочки. И третий вид с вот такими вот глазками, более реалистичными. Там получается радужка не глиттерная, а вот такая, как на фотобумаге, можно сказать. Вот. И две тоже с таким цветом глазок и желтым. Какие-то более грустные получились, какие-то не такие грустные, но все они симпатичные и красивые, и необычные. Такие рысята. Связаны они по платному мастер-классу от Виктории Ягодкиной. Мастер-класс называется «Замурчательные котята». Вот, там много видов кошачьих, но у меня именно этот вид самый ходовой. Я пробовала также вязать пантеру, и серую, и черную, и тигра, но все-таки рыси больше всего в спросе. Ростом они выходят так, около 24 сантиметров, без учета ушек. Вообще эта игрушка цельно вязаная. Тут и голова, и ушки ввязываются, но только стоит чуть-чуть подзаморочиться с оформлением. То есть вывязать щечки, сделать двойную утяжку, усики и так далее. Много нюансов. Мне нравится, какие они получаются. Очень милые и необычные, и вроде бы как реалистичные. Носики в последнее время я не вышиваю, оставлю вот такие. Мне больше нравится, как они смотрятся с такими носиками. Вот. А также текстильным маркером еще делаю вот такие вот, ставлю как точечки от усиков. И вот такие красотки получаются. Не знаю, что еще о них рассказать. Уже несколько раз вам их показывала. Если у кого-то есть какие-то вопросы насчет этих рысей, то я могу ответить в комментариях, а так по этому кругу, чтобы не повторяться. Вот так. Также я люблю их вязать именно в сочетании с пряжей Alize Softy Plus. Мне нравится, как именно мордочка из Alize Softy Plus смотрится более аккуратной. Так как по мастер-классу это вяжется из просто плюшевой нити, то мордочка более массивная. А мне нравится, чтобы она смотрелась вот так, чуть-чуть укороченная, как мне кажется, что это смотрится аккуратней. Вот потому она у меня вяжется в сочетании с Alize Softy Plus. Ну, несущественная разница, как бы это минимальные изменения. Также это зависит от самой толщины белой нитки. Если она не сильно толстая, то тоже мордочка выйдет довольно-таки аккуратной. А вышиваю вот эти вот щечки пушистые. Белая пряжа это Fox, Woolens Fox белая. А вот эта вот черная, это я китайскую пряжу, такую полумеховую заказывала. Она такая как полутравка, полумех. И также кисточки тоже из нее
я вывязываю, ну, а потом подстригаю. И щечки я тоже потом подстригаю, начесываю, а потом подстригаю. Также связала на пробу лисят из нового оттенка, можно так сказать. Хоть и номер пряжи один и тот же, но в этот раз оттенок был более светлым, и я на пробу связала несколько лисичек, чтобы заказчица посмотрела и решила, подходит ли ей такой цвет или нет. И связала 5 лисят. На камеру, конечно же, этот цвет, вот, когда вблизи, то более-менее правдивый передается. Он чуть-чуть светлее, чем обычно, но тем не менее вроде бы как остается таким же ярким. Просто он больше уходит в желтизну, а не в красный цвет. Вот. Поэтому будем смотреть. Если подойдет, то буду вязать их в таком цвете. А вяжу я их по своему мастер-классу. Бесплатный мастер-класс можете найти у меня на канале в плейлисте мастер-классы. Ростом они получаются около 9 сантиметров без учета хвостика. Вот такие малышки. Получается, глазки ставлю им 12 миллиметров трапециевидные. А носик 6 на 8. Дальше. Также связала совушек. Тоже под заказ. Мне нужно было связать 50 штук. И меня просили связать их только в 3 оттенках. То есть вот такой вот песочно-бежевый, темно-серый и молочный. Они связаны по бесплатному мастер-классу от Олеси Ткаченко. Его можно найти на YouTube и других площадках. А также ссылку на него я оставлю в закрепленном комментарии. Это самая маленькая версия этих совят. Они получаются ростом около 6 сантиметров. В зависимости от толщины пряжи. Белые некоторые чуть-чуть побольше. Вот, примерно 6-7 сантиметров. 6,5 может быть. Вяжутся легко и быстро. Требуют минимального оформления. Вяжу их на постоянной основе, и люди их любят. Потому, как я понимаю, есть спрос на них. Все с желтыми глазками, как и просили. Вот. И уже прикрепили им металлическую фурнитуру. В этот раз у меня какой-то быстрый обзор игрушек получается, потому что игрушек связано много, но они в основном все одинаковые. И я вяжу их на постоянной основе, потому это скорее как отчет, чем как обзор. Вот. Также связала вот такого вот слоненка. Первый раз вязала маленького слоника. Вообще очень редко вяжу слонят. Так у меня получается, что только из самых первых игрушек у меня был слоник. И вот сейчас это второй слоник за все мое вязание. Он связан по бесплатному мастер-классу от Даши. Просто это как переделка или дополнение ее мастер-класса на зверят. Как связать его в виде слоника. И вот такой смешной, но милый слоник получается. Также мне хотелось что-то дать ему в лапки, и решила дать ему в такую вот радугу. Он голубоглазый у меня с такими глиттерными глазками. Кстати, по мастер-классу хоботок вывязывается на ряд выше, но мне показалось, что лучше его сделать на ряд ниже, потому я связала его так. Мне нравится, когда глазки стоят чуть-чуть пониже, а также и носик должен быть где-то тоже лучше низко, чем высоко. Конечно, если поставить глазки повыше и носик повыше, то он будет более щекастым. Но вот мне хотелось именно вот так вот. Также припудрила ему щечки и вот внутреннюю часть ушек. Вяжется легко и быстро, но у меня нитка вот эта серая попалась более толстая, и мне кажется, он такой довольно-таки крупный получился.
Я думала, он получится чуть-чуть поменьше. Ростом 9,5 сантиметров. Ой, упитанный слоник маленький. Не знаю, все хочется что-то ему такого добавить интересного, а что добавить я и не знаю. Сначала хотела дать ему в лапки цветочек, но мои цветочки, которые были у меня в наличии, оказались слишком маленькими для этого слоника. Потому вот дала ему радугу в лапки. Мне нравится, как хоботок вот этот закручивается. А, да, я сначала хотела в хоботок дать ему мороженое, но потом думаю, как бы это мороженое будет не так сильно видно, то есть хоботок будет прикрывать сам рожок мороженого. Но потому я отмела эту идею. Вот. Вязала его, потому что было задание по авантюре, в которой я участвовала, которая проходила у Даши с канала «Все вязаное» в чатике ВКонтакте. И там нужно было по заданию связать жителей Африки. Ну, у меня это ассоциировалось с жирафами или с слониками или с змеями и обезьянами. Потому из всего этого списка я решила все-таки выбрать слоника. Как-то жирафиков мне пока вязать вообще не хочется. Ссылку на основу вот этого мастер-класса я оставлю в закрепленном комментарии, но дополнение на этот мастер-класс, оно тоже в бесплатном доступе, я нашла его у Даши в телеграм-канале. А также я знаю, он есть у нее еще и ВКонтакте. Это бесплатное дополнение на этот мастер-класс. Единственное, если я буду в следующий раз еще вязать таких слонят, то я поставлю все-таки большие размером глазки. Мне кажется, что глазки маленькие, а мне всегда хочется глазки побольше, и я бы хотела все-таки или 14, наверное, сюда миллиметров, хотя бы 14 миллиметров глазки, потому что они, мне кажется, так утонули, прям вообще их практически не видно. Мне хочется побольше, чтобы они прям виднелись издалека и выглядели милее, как будто просящий, пусть это будет даже слоник, но в такой милой форме. Далее по заказу у меня были медвежата. Я вам уже показывала 10 штук, 10 медведей, и я довязала еще 40. Они, конечно же, все в кадр не влазят. Вот тут еще сбоку кадра идут в обе стороны медведи. Но я постараюсь вам показать все виды, которые есть. Я их вязала всех, старалась разными глазками. Некоторые, конечно, есть повторы, но в основном это все мишки в натуральных цветах. В таком молочном цвете. Это все Воланс Bunny Baby. В таком светло-коричневом. Это, по-моему, 41 номер тоже Воланс. Только разные глазки. У кого-то коричневые, у кого-то желтые, у кого-то голубые, у кого-то зеленые. Вот. Вот такой зеленоглазый. Это уже чуть-чуть в рыжинку идет цвет, по-моему, 19, если не ошибаюсь. А это 18-й Воланс Bunny Baby. Тоже и с голубыми глазками. Вот в зависимости от времени, когда я вязала, чуть-чуть мог поменьше мишка получиться, чуть-чуть побольше. Вяжется легко. Требует немного внимания на себя. Но пряжи уходит, конечно, достаточно много. Вот. А такой, это номер... Ой, не вспомню, но он вообще идет такой серо-бежевый, в холодном цвете. Но он пришел чуть-чуть, можно сказать, уходит в розовинку. Я сделала таких всего лишь 3. Вот. 1, 2, 3. Так, дальше темных я вам уже показывала. Глазки аж. Так я не знаю, фокусируется оно или нет. Я особо этого и не вижу. Так.
один вроде бы в таком цвете, да. Мне показалось. Ну, можно будет еще в следующий раз в таком цвете повязать. Также в этот раз я попробовала и в серых цветах, так как это тоже натуральный цвет для мишки. Вот в таком светло-сером, в темно-сером. Тоже с разными глазками. Также вот один у меня в таком цвете. Вот, ну вообще прям очень толстая пряжа это была. И мне прям сложно было ей вязать, потому я всего одного такого сделала. Возможно, надо крючок больше, не 3,5, а скорее всего аж 5. Потому что ну, очень плотная эта пряжа. Также вот хочу вам показать. Я вам только что показывала слоника. Вот посмотрите, вот этот мишка тоже связан из пряжи, который слоник. И как он по сравнению с вторым. То есть вот тоже пряжа намного толще. Ну а также, скорее всего, может быть, утяжку надо было побольше прямо затянуть. Но не хотелось, чтобы сильно глаза утопали. Хотелось, чтобы были щечки, но тем не менее, чтобы глаза были хорошо видны и не сильно утопали. Так как когда слишком утопают глазки, то игрушка, мне кажется, злой какая-то, с каким-то злым взглядом становится. Я не знаю, уже в всех оттенках я вам показала или нет. Но вот все вот такие вот, ну вот все вот такие медвежата, милашки. Связано по бесплатному мастер-классу от Даши из канала «Все вязаное». Мастер-класс называется «Зверята-малыши». Можно найти как и в текстовом формате, так и в видеоформате на YouTube. Тоже ссылку оставлю в закрепленном комментарии. Сейчас измеряем рост. Серый, около 10 сантиметров получился. А вот этот, который поменьше, он 9 с хвостиком сантиметров. Вот. Носики ставлю 6×8. А глазки глиттерные 12 миллиметров трапециевидные, тоже на безопасном креплении. Все делаю как по мастер-классу, тоже утяжку через попу, чтобы они хорошо стояли на столе. У меня все попытки найти красивые какие-нибудь милые глазки кабошона 12 миллиметров, так как те, которые у меня были в наборе, их уже нет в продаже. И вот заказала на пробу вот такие вот глазки. Тут только зеленый, потому что в наборе там было 6 пар, в общем, разным цветом шли, и там не каждый рисунок мне подходил. Вот. И мне хотелось, чтобы они были более-менее симметричные. Я не знаю, тут я еще не проверяла, будут ли они все симметричные или нет. Может быть, даже все в одну сторону смотрят. Сейчас проверим с вами. Да. Вот так они будут смотреться, если с бликом. Мне понравился этот вариант. Но, к сожалению, там не так много видов цветов. Именно вот из этих. То есть там были зеленые и еще, по-моему, какой-то вид. Или даже, может быть, только зеленый. В общем, я заказала зеленый. Пока что только. Заказывала на Алиэкспресс. Вот тут набор состоит из 5 пар. 5 пар. 50 вроде бы гривен. Но это там еще доставка платная. В общем, и вторые вот такие. Глазки 12 миллиметров. Но я когда-то вам показывала, что купила я такие глазки. И была выпуклая вот эта полусфера, но тут все отлично с ними. И они тоже смотрят друг на дружку, а не в одну сторону, как я и хотела. Тоже в комплекте 5 пар. В комплекте тоже заказывала на Алиэкспресс.
Но сейчас именно 12 миллиметров нет там в наличии. Но можно подловить и подождать, когда они будут в наличии, и заказать. Но там есть 14 миллиметров, 10. Именно вот вид с сердечком, с бликом сердечком. А также я уже давно смотрю на этот декор. И я заказала вот такой вот декор для ногтей. Еще не знаю, на кого и куда я их использую. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы они были побольше, эти маски. Но что есть, уж то есть. Видите, она совсем маленькая, около сантиметра. Чуть-чуть больше сантиметра. Вот такие маски, можно сказать, китайские или японские, из японской мифологии. Маска лисички. Еще не знаю, куда я их применю, но мне очень хотелось, потому я уже буду знать, что они у меня есть в наличии, и буду отталкиваться от того, что есть. Все разные, ну как, несколько видов тут есть. Голубые, сиреневые, с разным узором. Но очень красивые. Были бы они, конечно, побольше, было бы еще лучше. А так, что есть, то есть. Тоже этот набор заказывала вроде бы на Алиэкспресс. Так, и еще один декор. Думаю, сейчас лето. Нужно какие-то летние аксессуары для игрушек заказывать. Я заказала вот такие кокосики. Коктейль кокосик. Можно, конечно, и мороженое использовать, и еще много всего универсального. А мне захотелось вот кокосик приобрести. И вот. И тут в наборе сколько? 10 штук таких кокосиков. Сделаны из полимерной глины. Я думаю, будут они смотреться отлично на игрушки. Главное придумать, к какой игрушке это применить. Вот они не маленькие, около 2 сантиметров в высоту. И в ширину чуть-чуть поменьше. 1,7 сантиметров. Сделаны очень качественно. Ну и стоят они не сильно дешево. И если кому-то нужна ссылка, обращайтесь, я поделюсь. Постаралась все снять максимально быстро. Если вы привыкли обычно к более долгим моим влогам, то это не тот случай, потому что сейчас очень жаркая погода. А чтобы снять видео, я закрываю все окна, все двери, потому что очень чувствительный микрофон, и слышно абсолютно все, что происходит на улице и за дверью. Потому пока проходят съемки, я страдаю в жаре. А также кот сидит под боком, так как это его комната. Хоть я уношу его постоянно в более прохладную комнату, ему все равно тут нравится спать. И он возвращается сюда постоянно. Я знаю, что сейчас это аномальная жара по всей Европе. Потому вот держимся и ждем, когда уже будет попрохладнее. Вроде бы уже обещают, что на днях будет похолодание. Так что ж, ждем. Ладно, было просто, конечно, жарко. А тут никакого ветерка абсолютно нет. Просто штиль. Спасибо, что посмотрели это видео, что были со мной. Желаю вам хорошей погоды, хорошего урожая в этом году, вдохновения и времени на любимое дело. Все, мирного неба вам всем. До свидания.